Друзья, всем привет! Вы на канале Big Trip Vlog. Всем огромный привет! И добро пожаловать в чайную столицу Бангладеш, район Шри-Мангал. И сегодня мы побываем на чайных плантациях. А также станем свидетелями свадебной церемонии. С утра мы пришли на завтрак. Отличная сейчас погода, приятная атмосфера. Сейчас нас даже пригласили войти внутрь. На рассвете снимаю вам обзор отеля Шанти-Бари. И так как я проснулась первой, собаки у нас тут ругаются. Пройдем по красивой тропинке. Ночью мы приехали из Даки в город Шри-Мангал. И дело в том, что мы приехали на такси, но есть несколько способов сюда добраться. Это на автобусе, на такси, на поезде. На поезде было бы дешевле всего и комфортнее всего, потому что есть экспресс, который идет сюда за 3,5 часа. Но билеты разбирают просто как горячие пирожки, поэтому, так как мы планируем день в день, мы не смогли их приобрести. Первое, что мы видим в этом отеле, это красивый пруд. Поют птички. Очень много зелени, тишина, спокойствие. Идем дальше по тропе и проходим в ресепшн, который также служит еще и ресторанчиком, где можно позавтракать, поужинать. На ужин здесь делают вкусное барбекю и тушеные овощи. Очень вкусно. Нам удалось это попробовать, когда мы приехали вчера вечером, но мы этого не снимали. Шанти-Бари переводится как «дом мира». Шанти – это мир, а Бари – это дом. Пройдем дальше по тропе. Здесь не один пруд, а их два. Сейчас мы проходим большой пруд. Также на территории мы видим палатки. Здесь можно еще и расположиться в кемпинге. Палатку вам предоставят, вы получите дешевый вариант жилья. Кирилл также встречает рассвет и готовится идти на завтрак, а потом мы пойдем на экскурсию. С добрым утром! Добрейшее утречко. Сегодня должно быть солнечный день будет. Мы специально встали пораньше, чтобы сделать обзор, потому что мы придем здесь всего лишь один день. С этой тропы мы видим маленький пруд, тоже живописный. Здесь даже произрастают кувшинки. Запустили наш дрончик полетать. Маленький пруд, кстати, используют еще и для купания. Поэтому здесь есть лежак, на котором можно позагорать, когда солнечная жаркая погода. А она здесь меняется буквально вот солнце выходит и все, сразу жара. Солнце заходит и очень холодно. Еще один лежак.
и немного побольше качели. Даже из нашего отеля можно отправиться в хайкинг по чайным плантациям, по ананасовым плантациям. Вот это, кстати, все большое количество ананасов здесь произрастает. И это тоже сад нашего отеля. Он принадлежит владельцу этого отеля. Видите, тут написано Шанти-Бар Эко-Резорт. Он увеличивает территорию. На выходных здесь вообще нет мест. Нам удалось забронировать буквально последний домик. Домики разного формата. Вот, например, в этом домике сразу несколько комнат. Пройдем в наш домик. Он у нас двухэтажный. На первом этаже большая двухспальная кровать. Есть рабочий столик. Здесь были у нас чистые полотенца, шампунь, гель для душа. Также есть зубные щетки, мыло, питьевая вода на тумбочке, зеркало. А еще посмотрите, какая здесь красивая софа. Весь домик сделан из эко-материалов. На первом этаже есть раковина и еще зеркало одно. И здесь находится душ и туалет. Поднимемся на второй этаж. Здесь тоже двухспальная кровать. Но отсюда открывается потрясающий вид. Можно выйти на террасу. Здесь есть стульчики, столик. И вот так вот можно выходить и любоваться на природу вокруг, на пруды, на зелень. Я тебе делаю. С утра мы пришли на завтрак. Отличная сейчас погода, приятная атмосфера. На завтрак здесь подают яйца, лепешку, роти, нечто похожее на тушеную капусту. В индийских специях. Да, и также фрукты, бананы. Поэтому сейчас завтракаем и отправляемся в тур. За нами приехал гид из компании Bangladesh Eco Adventures. Мы с ними уже путешествовали по Даке. И сейчас будем путешествовать по Шри-Мангау. Сразу же забираемся в тук-тук. Или как здесь называют, Green Box. Это средство передвижения. И едем смотреть первую достопримечательность. Сейчас мы приехали в знаменитый национальный парк, который называется Лавачора. И как только сюда зашли, увидели множество мартышек, которые отбирают сладости, телефоны. Поэтому нужно быть здесь осторожными. Это место получило статус национального парка в 1996 году, а его территория около 250 гектар. Я уточнила, работает ли сейчас эта железная дорога. Сказали, что да, по них как раз ходит поезд до Даки. Сейчас мы погрузились в джип и будем смотреть этот парк уже с этого открытого автомобиля.
Вот на таком джипе мы сейчас проделали не очень долгий путь. Единственный минус, который в нем был замечен, это низкие потолки. Сейчас мы находимся в деревне Каши. Как говорит наш гид, это очень чистая деревня. Состоит из нескольких домов. И сейчас у них проходит молитва, которую мы слышим. Также в этой деревне мы обнаружили протестантскую церковь со скромным убранством внутри и очень яркой снаружи. Обратите внимание на красные губы женщины. Они жуют как специальный табак, красным цветом это такое растение, но оно очень портит зубы. Такие корзины зачастую используют местные жители в Бангладеше для хозяйства. В этой общине проживает около 40 семей, и всего лишь одна исповедует ислам. Здесь маленький ребеночек. Зашли в местный дом. Hello. Здесь интересная печь. В доме очень чисто. Готовят местные блюда. Hello. Посуда, в которой готовят. Здесь набрана чистая вода. Можно посмотреть на утварь. Люди очень дружелюбные и спокойно пускают к себе в дом. В доме есть кровать, диванчик, кресло. Очень много посуды. Немного темновато здесь. Также можно посмотреть на спальню. Видно, что семья достаточно большая. Здесь спальня у них и кладовая. Привет. Также этот район славится своими сладкими ананасами. এটা পয়সা বইনে বহুত দেখছে এটা দয়া চাই না দয়া হতে একজন সৃষ্টি করতে কথা কম তুমি তো দাও দাও দুজনে দাও একেবারে কাটতে মধ্যে দিয়ে দাও। Thank you. Сейчас вы видели, как женщина нарезала этот ананас, аккуратненько очищая его. Давайте попробуем. Вторую половинку. Угу. Видишь, она это как аккуратно сделала. Действительно маленький и очень сладкий. Необычный ананас. Сладость не приторная, он хрустит. Хрустит во рту. Я думаю, через денек он был вообще спелым. Сейчас гуляем по тропинке в лесу, проходим через бамбуковую рощу. Также мы слышим, как здесь кричат гибоны. Вот, кстати, они нарисованы. Надеюсь, скоро мы их увидим живьем. Сейчас мы вернулись к тому месту, откуда начинали наш путь на джипе. Здесь очень живописная железная дорога. И здесь снимался фильм «Вокруг света за 80 дней». Представляете? По этой железной дороге проезжал главный герой. Сейчас мы вышли обратно к дороге, откуда приехали, на тук-туке. Здесь продают очень много кокосов. Хотим попробовать один из них. Okay, thank you.
Стоимость за кокос везде 100 тако. Ну как, вкусно? Давай. Сладкий, вкусный. Действительно, как мы любим. Кокосики здесь И тут. прохладный. Хотя холодильника мы здесь не наблюдаем, но кокос действительно прохладный. На картинке, конечно, нарисовано очень много животных, но большинство из них увидеть не получилось. Видели только обезьян различных, да, пожалуй, и все. Сейчас мы проезжаем по шумному Шримангал-Сити, то есть это центр города. Людей, видимо, очень много, хотя мы читали, что здесь проживает чуть более чем 20 тысяч человек. Сейчас у нас был довольно долгий путь. Ехали, наверное, почти час на тук-туке. Вначале проезжали шумный город, потом видели ананасовые плантации, видели большой газовый завод американский. Ну а дальше, наверное, самая красивая часть — это чайные плантации. Очень много чайных плантаций. Периодически встречали живность в виде коров, уток, гусей, овечек. И сейчас мы вновь направляемся в одну из деревень к местным жителям. Мы пришли к комьюнити, который называется Урау. Urao kind of Draverian. After draining, the blending. Festival. And now they actually cleaning and decoration. Как мы узнали, здесь проживает народ, который исповедует индуизм. Они высушивают рис, потому что послезавтра у них будет большой фестиваль, и они будут его раскидывать повсюду. Внутри большая кровать king size размера, и, собственно, больше ничего и нет. Вентилятор вот еще есть вверху. Вентилятор. И здесь еще Одежда. какая-то отдельная комната у нас. Здесь кухня. Возможно, кухня, да, я тоже так подумал. And prayer place. Кухня и комната для молитв, скажем так. Но надо заметить, что внутри везде все чистенько. Видно, что они подметают, здесь убираются. That's all. Кстати, Yeah. этой девочке 13 лет, и она учится в 8 классе.
Oh, when we went to first morning, the first village, their maternal family. And actually their Garo and Khasi maternal family, this is paternal family. Сейчас наш гид рассказывает, что внутри церкви проходят не просто церемонии, а свадебные церемонии. We are welcome here. А сейчас нас даже пригласили войти внутрь. Сейчас мы даже немного поучаствовали в церемонии свадебной. Подошли к алтарю, нам дали после чего какие-то рисовые маленькие кругляшки. Да, но это такие, как маленькие рисовые лепешки хрустящие, и они тают во рту. А рядом мы еще увидели невесту, которая там сидит с женихом. Невеста одета в красное платье, очень красивое, элегантное. Ну и в целом, надо сказать, что все люди здесь очень дружелюбные и рады белому туристу. Да, все фотографируются с нами, вот знаете, как местные знаменитости, и прямо обстановка такая очень аутентичная. Thank you so much. It's for you. It's for you. Это так мило. Местные детишки подарили мне цветочки. А Том в ответ подарил им нашу конфетку Аленка. А я какой давал? Я вам той давала, да? Не знаю.
Теперь нас угостили неким рисом. Да, только непонятно его есть или кидать молодожены. তারা রাশিয়ার না না আমার সাথে থাকে বাগড়া ভালো বহুদিনে পাইছে মেজা যাবে না তাকে বহুদিনে পাইছে গুড়ে কার পাশে ভাই এর সাথে কথা হয় কালকে বলবো পাশে Все, мы выяснили, его едят. Ну, это как обычный этот воздушный рис, да. Вкусный. আচ্ছা আচ্ছা Я думаю, здесь его и едят, и кидают молодоженов. Теперь с некоторыми гостями спускаемся вниз, обратно к дому. И, возможно, сейчас побываем в доме у какой-нибудь местной девушки. Посмотрим немножко еще на быт. После того, как нам показали дом, нас также любезно пригласили посмотреть, как готовят пищу. Готовят какие-то сладости, плюс делают чай. সার্ভিস ওয়াইফাই আমার ঘরে অভাব নাই ওয়াইফাই লাইন his father her father his father Интересный процесс приготовления. Форму заливают тесто, и получается что-то в виде местных пончиков во фритюре. Не видно. Thank you. Теперь можно попробовать эти сладости, которые мы видели, как готовятся. Давай пробовать. Сейчас уже даже больше похоже не на пончики, а на хворост. Да, Текстуре. хворост. Хворост только без меда. Да? На самом деле, да, очень вкусненько, сладенько. কইতে তেরা আমি কিনতে যাইতেছি কিটা ওইটা কিনগুলো আছে আমি এটা কি চট্টগ্রাম থেকে নিয়ে আসি হ্যাঁ এটা সুন্দর আছে তেরা শোনায় না খাবার জোগান চাই খেলে বলবা তুমি খাইবে না কি না আমি কিছু খাবো না Какова душа густой формы? পেট খালি রাখো না মাংস খাওয়া না, এই মাংস খাওয়ার জন্য আমি পেট খালি রাখছি না বাবা আসলে কোন টাকায় আমাকে এটা ভালো লাগে বুঝো গেছে ফুলকুমারী Познакомиться с еще двумя местными жительницами, которые очень приветливы. কিছু হয় না Стоит заметить, что не все здесь говорят по-английски, но некоторые учились даже в столице, в Даке. Поблагодарили хозяйку за гостеприимство. И теперь мы спускаемся вниз, слышим опять веселую музыку, которая сопровождает свадебную церемонию. И, возможно, мы вскоре опять присоединимся к этим веселым танцам. Здесь можно посмотреть, как делают овощи в панировке. А там уже сварили чан риса. Вот в таких огромных чанах готовят свадебную еду. Курочка, козлик, это дал, много овощей.
you so much for inviting us. Thank you. Всего доброго. Сейчас мы прощаемся с президентом деревни, который нас сюда, собственно говоря, и пригласил. После шумной свадебной церемонии мы вышли немного прогуляться по чайным плантациям. Возле. Там. Сейчас в Бангладеше сухой сезон, поэтому мы видим как и постриженные кусты, так еще и цветущие. Цветущие они потому, что их еще не успели срезать. А вот здесь у нас уже постриженные. Их уже, можно сказать, подготовили к новому сезону. This two leaf and one birds. Okay. This the picking. There were people for good tea. And somebody eat in afternoon time, lunch time. Tea laborer making with potato and onion, garlic, pepper, black pepper use, red pepper, potato. Рассказывает, что местные комьюнити на ланч едят листочки чая и заворачивают в него различные овощи. У чайных плантаций можем видеть белые беседки. Они для того, чтобы работники там отдыхали, останавливались на ланч и потом снова приступали к работе. И самое интересное, что все проживающие в деревне работают именно на этих чайных плантациях. До этого мы видели чайные плантации в разных странах, будь то Южная Корея, Турция или Шри-Ланка. Но именно здесь, в Бангладеш, они поражают своей масштабностью. Кстати, большинство этих чайных плантаций принадлежат британской компании. Мы вновь оказались на нашем тук-туке и по дороге увидели интересных животных. Таких необычных для Бангладеша, но для нас вполне себе простых. Здесь у нас черные хрюндели. Все, сразу испугался меня и убежал. Здесь их несколько, так как местное население не ест коров. А вот хрюшек они, конечно же, держат и едят. Маленькая поправочка, друзья. Здесь проживают христиане и называется комьюнити Гора. Гаро. И называется комьюнити Гаро. Они едят свинину, но при этом они все равно не едят говядину, соблюдая, видимо, традиции Бангладеша. Здесь у них находится и церковь, и школа одновременно. Сейчас наш гид поделился информацией, что, оказывается, более 100 комьюнити проживают на территории чайных плантаций. Уже в конце нашего тура мы приехали на ланч в кафешку, достаточно локальная, но все же для туриста она привычная. Как вы поняли, Бангладеш в первую очередь ориентируется на рисе и на плове. Мы заказали себе знаменитое бирьяни с курицей. Такой, знаете, здесь местный колорит, все едят руками. Нам, конечно же, немножко неловко. Мы попросили столовые приборы, и сейчас будем есть бирьяни 1 на 2. Но после еды на этом наши приключения не заканчиваются. Оказывается, мы сейчас поедем с нашим гидом в еще одно место интересное.
Встретили местного рыбака, который здесь добывает рыбу. Ну, там небольшие мальки. Встретили еще молодых ребят, которые здесь добывают рыбу. А вообще это место называется wetland. В переводе с английского «мокрая земля». Здесь повсюду небольшие озера, какие-то пруды, очень много рисовых террас. Встретили сейчас рыбаков, которые промывают рыбку пойманную. Можно на нее посмотреть. После того, как мы побывали на чайных плантациях, теперь мы приехали попробовать чай, причем не простой, а очень знаменитый, который называется семицветный чай. Рамеш Рамгор, создатель этого чая, обнаружил, что у чайного листа различная плотность и цвет. Таким образом, он стал смешивать различные слои и получил семицветный чай, который мы сейчас с вами попробуем. Представляете, каково было наше удивление встретить в этом месте, где мы сейчас пьем чай, именно создатель этого чая, никого кого иное, как Рамеш Рамгор. Nice to meet you. Nice to meet you. It's a pleasure to try. Thank you. Ну, такой стесняшка. На самом деле можно заказать даже и 2, и 3, и даже 8-слойный чай, но эталоном считается именно 7-слойный. Мы видим, как слои переплетаются в этом стаканчике. Давайте скорее пробовать. Чувствуются различные специи, какая-то молочность, то есть необычный вкус. Hello, I am from Bangladesh. А у нас сегодня был замечательный солнечный день, который сопровождался активностями. И мы очень благодарны нашему гиду, который представляет компанию Bangladesh Eco Adventures, за то, что он сегодня нам устроил такую интересную программу. Thank you so much. Welcome again, sir and madam. И если вам понравился этот выпуск, не забывайте ставить лайк и подписываться на канал, если еще не подписаны. Увидимся совсем скоро, друзья. Всем до новых встреч! Всем пока, бай-бай!